Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. Да, парни, все, кто ждал, дождались. Сегодня, 13 декабря 2021 года, был слит полный взлом прошивки 9.0. Его выложил на GitHub авторитетный разработчик ChendaChap. Сразу поясню, почему он вышел раньше. 25 декабря было заглушкой. Людям свойственно конфликтовать. Дабы не подставлять людей, я не буду раскрывать подробности. Но когда на HackerOne появился отчет от VFO, это означало, что все урегулировалось. Не раз уже писал про это в комментариях и в сообществе. В общем, 25 было крайним сроком, вот его и огласили. И еще, я не поддерживаю пиратство. Ролик создан только в развлекательных целях. Всего лишь новости, не более. А теперь про взлом. Все готово. Хэн и Мира уже запускаются. Собственно, как обещал мой инсайдер. Слили все и сразу. На прошивках 8 серии не работает WebKit Exploit от SwearsGovi, который используется в новом хаке. WebKit работает только на 9.0, из-за этого все должны обновляться на 9.0. Также он не работает на 9.0.3. Во-вторых, уже сейчас возможно запустить GoldHen и Миру на 9.0 и естественно запускать Homebrew программы, и не только. Но есть нюанс. Теперь для запуска требуется флешка и компьютер. Сначала запускается хост и бинлоудер. У вас появится окно с требованием подключить флешку. Предварительно флешку надо прошить и записать файлы взлома ядра. После этого подключаем флешку и пробрасываем GoldHen с компьютера. В данном случае используется уязвимость файловой системы EXFAT. Это понятно из названия образа. EXFAT Hack. Эта уязвимость пропатчена в 9.0.3 и там не работает. По-моему, я достаточно подробно объяснил, зачем нужна флешка. Надеюсь, вы поняли. Написал ребятам, делающим хосты. Возможно, из этой схемы скоро уберут ПК, но флешка останется с нами. Пока монтировал ролик, из схемы уже убрали ПК. Первым оказался хост с Королем Ночи, но флешка по-прежнему нужна. Про стабильность. WebKit Exploit имеет стабильность практически равную 5.0.5. Kernel Exploit похуже, но судя из того, что пишут, активируется максимум с 4-й попытки. У многих активируется с 1-й. В общем, когда отшлифуют, думаю, будет на уровне 6.72. Что будет дальше? Отполирует код, выпустит кучу бэкпортов, адаптирует Homebrew программы и прейлоудеры. Советую подождать пару дней и не бежать обновлять консоль на 9.0 с прошивки 7.55 или 8.52. Если вы на 5.05 или 6.72, то продолжайте сидеть на этих версиях. Вам новый взлом не нужен. А вот я сейчас пойду обновлять свою приставку на 9.0, чтобы снять тесты для вас. Они будут через пару дней. Огромное спасибо SwearsGovi за WebKit Exploit. Без него ничего бы не работало. И спасибо ChendaChap за слив взлома ядра. Кстати, я тут недавно делал подборку игр до 8.52. Если интересно, гляньте. Там достаточно много интересных проектов. Естественно, только для покупки лицензий. Прошивка 9.0.3 вышла 1 декабря 2021 года. А это значит, что в магазинах можно легко купить приставку с прошивкой 9.0. Жаль, что из-за кризиса их мало, но найти возможно. Взлома не будет, говорили они. Я балабол и мечтатель. На 4 податок вообще врун и отброс. Ну что, хейтеры, кто в итоге оказался балаболом? По-моему, кто-то сделал хлюп. Сижу и наслаждаюсь моментом. Как же классно, когда твои хейтеры прикусили языки, а ты был в итоге прав. Этот день войдет в историю. Ожидания оправдались. Поздравляю всех с этим событием. И я не мог забыть про своих патронов. Очень приятно видеть в нашем ряду пополнение. Огромное спасибо за поддержку. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать в мой инстаграм. Там я отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.